Юридические аспекты приемки выполненных ремонтно-отделочных работ, этапы приемки и соответствующие действия сторон. Каким документом оформляется этот процесс и какова его структура? Поговорим об этом подробно. Меня зовут Икрам, все самое важное и интересное. Итак, начнем. В сфере строительства, как и в других договорных отношениях, используются акты сдачи приемки. Для результативного взаимодействия с подрядчиками заказчикам необходимо иметь целостное представление о приемке выполненных подрядных работ, что в первую очередь касается юридически корректного ее оформления. Следует отметить, что в качестве документационного сопровождения правильной приемки выступает, как уже было сказано, соответствующий акт, который является основанием для оплаты выполненных работ, а сам процесс приемки базируется на положениях гражданского законодательства. Здесь предусматривается обязанность заказчика произвести осмотр и приемку осуществленных работ и их результатов в соответствии со сроками и порядком, зафиксированные в соглашении. Если обнаруживается отступление от договора, которые негативным образом отразились на результатах работ, либо выявлены прочие недостатки, заказчик оперативно уведомляет об этом подрядчика. Юридически корректная приемка выполненных ремонтно-отделочных работ предусматривается в двух базовых вариантах. Это поэтапная и окончательная. Поэтапная приемка соответствует завершению каждой из стадий, например, демонтаж, скрытые работы, речь идет о гидроизоляции санузлов и инженерных коммуникаций, черновая отделка, чистовая отделка и окончательная приемка. В результате окончательная приемка одновременно относится и к поэтапной, поскольку она осуществляется после завершения последнего этапа. Рассмотрим, из каких действий состоит приемка ремонтно-отделочных работ. Здесь выделяются следующие разновидности действий, к примеру, подготовительные, процедурные и оформительские. Сперва заказчик получает уведомление от подрядчика о готовности результатов выполненных работ к процедуре приемки. После этого следует стадия непосредственной приемки выполненных работ, то есть результаты проверяются при осмотре сторонами. Далее предусматривается оформление документации, в которой фиксируется приемка. Заказчик обладает правом отказаться принять результаты работ, если им обнаружены недостатки. В таком случае стороны должны письменно зафиксировать выявленные дефекты и согласовать срок для их устранения подрядчиком. В юридическом контексте весьма важным является вопрос о содержательной стороне акта сдачи приемки. Данный документ представлен следующими элементами, например, наименование документа, а также дата оформления, реквизиты сторон, наименование работ, их объемы и сроки выполнения, стоимость выполненных работ, личные подписи сторон и печать при ее наличии у подрядчика, посредством которой заверяется достоверность акта сдачи приемки. Помимо базовых, стороны могут также фиксировать в этом документе любую иную информацию в соответствии с договором, в том числе дополнительные реквизиты, что обеспечит более удобное ведение отчетности. Итак, акт сдачи приемки работ является документом, который обязует стороны выполнять перечень зафиксированных обязанностей. Если какие-либо пункты акта оказываются невыполненными, правовые отношения переходят в плоскость претензий. Причины возникновения претензий разнообразны. Тут речь идет, например, о некачественном выполнении ремонтно-отделочных работ, несвоевременном выполнении работ, выполнении работ не в полном объеме в установленный срок и наличие изъяна в работе, который требует переделки, несвоевременном начале осуществления работ, также невыполнение обязательств, которые прописаны в акте. В правовом аспекте следует подчеркнуть, что заказчик обладает правом предъявлять претензии с требованием по устранению недостатков, обнаруженных также во время гарантийного срока. А в случае отсутствия в соглашении гарантийного срока, заказчики вправе предъявить такое требование в течение 2 лет с момента принятия этих работ. Таким образом, сам акт сдачи приемки ремонтно-отделочных работ выступает в качестве гарантии, и он является доказательственным документом в случае возникновения разногласий, в том числе судебных споров. Отсутствие таких актов судебный орган может воспринять как пренебрежительное отношение сторон к предусмотренной процедуре, поэтому весьма значимо является юридическая правильная приемка выполненных ремонтно-отделочных работ, как поэтапная, так и окончательная.
В любом случае, решение по всем этим и другим вопросам принимать только вам, и чтобы не ошибиться, обязательно держите в поле зрения правовую сторону вопроса. На этом у меня все. До новых встреч!